Друзья, всем привет! Я, конечно, дико извиняюсь, что меня давно не было на канале, давно не выходили ролики, но, друзья, это все связано с тем, что я приболел и, честно говоря, не было вообще никакой возможности записывать ролики для вас. Но я понимаю, что сейчас очень много информации ходит в интернете по грядущему обновлению и того, что разработчики банально не успевают запилить это обновление для нас, также и ивенты топовые. В общем, я решил записать этот ролик и назвать его таким образом, как «Арчера новости». Я надеюсь, что вам это понравится, и, пользуясь моментом, хотел обязательно, ребят, вас попросить подписаться на канал, поставить большие пальцы вверх. Для вас, в принципе, это ничего не стоит, займет пару секунд времени, а для меня это будет очень приятно и будет мотивировать меня снимать все больше и больше роликов. Итак, ребят, в принципе, предлагаю приступать к самой грядущей новости, которая вообще сейчас ходит в интернете. Это обновление. Обновление, которого мы все, в принципе, давно очень ждали. Оно связано с кланами, и там еще очень-очень много всего интересного. Насколько я знаю, будут кланы, ребят, будут клановые боссы какие-то, новый герой и новая валюта даже. Но про это мы будем обязательно говорить позже, но не сейчас, потому что разработчики нам присылают письмо, где сказано, что, к сожалению, они, в принципе, не успевают сделать нам обновление, и это обновление переносится на некоторое время вперед. Сейчас на ваших экранах появится письмо, которое разработчики написали, вы его все, скорее всего, уже читали. Кто не читал, обязательно почитайте. Ну и вкратце здесь сказано то, что они, в принципе, работают над кланами и не успевают просто-напросто сделать для нас это обновление, и говорят, что в ближайшие пару дней все закончится, и они выпилят его. Но зная этих разработчиков, ребят, им на это потребуется гораздо больше времени, чем они нам говорят. Я думаю, что эта обнова выйдет все-таки где-то к концу октября, и тогда мы сможем ее уже посмотреть, пощупать, да, как там что работает и так далее. И будем, конечно же, создавать кланы. Если вам интересно, буду ли я создавать клан свой, конечно же, буду, ребят. Об этом тоже будет информация, но немножко позже. Ну и учитывая тот факт, как разработчики, в принципе, подходят к этой всей теме, я знаю, что игроки Android-устройств обязательно это обновление получат намного раньше, чем мы, игроки на iOS-устройствах. И, не стоит, в принципе, ждать эту обнову в ближайшее время. Ну и на ваших экранах, в принципе, письмо, да, которое написали. Что еще хотел сказать, ребят? Они сказали нам, что следующие 10 дней нам будут приходить обязательно бонусы, какие-то плюшки. И, ребят, если вы не забираете в этот же день, вы должны учитывать, что награды по истечению 24 часов, они просто будут исчезать. Так что забирайте обязательно. Вот сегодня, например, были прикольные награды, я их забрал, ребят, там 100 кристаллов и 3 воскрешения. Оно очень сильно зайдет для ребят, которые не могут пройти какую-то главу. Ну и самое основное, о чем я хотел с вами поговорить, ребят, это топовый ивент, это бонусный шанс выпадения X2 дроп шмота. И самое интересное, что шмот, который падает, это демонический меч Град, книга великанов и книга призраков. Ну, это действительно очень и очень топово. Я уже некоторое время поиграл, уже прошло, наверное, около 3 дней. И, ребят, я не хотел сразу записывать ролик по причине того, что, первое, я болел, а второе, ребят, хотел протестировать и понять, насколько все-таки этот шанс, вот действительно он влияет. И да, поначалу мне ничего не падало, но потом, как начало сыпать, друзья, это просто жесть. Насыпало действительно уже очень много демонических меч-градов. Я его хочу собрать как минимум до легендарного состояния. И вы видите, что вот у меня в желаниях стоит демонический меч-град плюс книга великанов, а это x 300%. Плюс X2, который у нас идет ивент, и в итоге это получается около 600% выпадения этих двух шмоток. И да, действительно, они падают очень и очень часто. У меня получилось, в принципе, слить уже довольно-таки большое количество энергии и сходить в главу очень много раз, там, наверное, более уже 30 раз, и мне практически в каждой главе падает демонический меч-град. Бывали такие случаи, когда 2 демонических меч-града падает, и если вы хотите получить это оружие, обязательно сливайте
забиваете очень большое количество энергии для того, чтобы его получать. Потому что демонический меч Град, да, он сейчас является топовым оружием в PvE режиме. Да и что тут таить? Он очень хорошо тоже заходит в PvP режим. Я недавно, кстати, играл против Анира в PvP режиме, и он был с мечом Градом, и он меня просто в пух и прах разнес. Так что, ребят, оружие топчик, обязательно используйте его, и сейчас можете его набивать. Сейчас я вам хочу показать, сколько вообще всего у меня мечей получилось собрать уже вот на этот момент. И, ну, смотрите, их не так уж и мало. То есть моя главная цель сейчас собрать до легендарного состояния и до древнелегендарного, потому что именно это оружие даст вам самую большую прибавку по атаке. Так что обязательно собирайте. Это топовый ивент. Разработчики раньше нам запускали, конечно, этот ивент намного чаще, но сейчас этот ивент реально очень редко бывает. Не упустите этот шанс. Я понимаю, что очень много времени потребуется, чтобы нафармить ультрафиолетовый меч. Я уже не говорю про легендарный, но, ребята, оно того стоит. Если вы сейчас потратите больше времени для фарма и получите это оружие, вы будете действительно счастливы, потому что играть будет намного-намного проще. Да и что тут таить? Вы сможете пройти главы, те, которые вы не могли еще пройти вот буквально пару недель назад. Этим примером уже пользуются очень-очень много людей, которые действительно не могли пройти, например, там 14 главу, 21 главу, и как только они берут демонический меч Град, они просто разносят в пух и прах любую главу. Так что обязательно используйте эти варианты. Ну и, конечно, у вас у всех возникает вопрос, где же все-таки лучше всего фармить это оружие? И я вам так скажу, 16 глава героического режима – это там, где я ее фармлю. Если же вы на данный момент являетесь более слабым игроком, у вас там меньше атаки, может 8, может 7 тысяч, ходите, ребят, героический режим 10 главы – это главы с волнами. Вы сможете делать перезаходы, если будете видеть, что вам не падает то или иное оружие, которое вам нужно. Вы можете делать перезаход, не добивая последних мобов в комнате, и вы будете обратно возвращаться в ту же комнату, которую вы били. Таким образом, вы сможете получать и Град, и, ребят, другие книги, например, или, может, у вас еще нету мантии тени и так далее. Если же вы уже более сильный игрок, и у вас где-то около 12-13 тысяч атаки, ходите, ребят, в 16-ю главу героического режима. Там и золота очень много, и тоже там есть волны. Если же вы уже преодолели 20 тысяч атаки, ходите обязательно в тихую глушь. И там то же самое, волны, вы можете выбивать как много золота, так и, например, мобов для фермы. Ну и, соответственно, смотреть, чтобы фармить Град, например, или что-то еще. Это оружие топ, так что, ребят, обязательно пользуйтесь этим, фармите эти главы, чтобы получать все больше и больше крутых шмоток, ну и золота, конечно же. Еще, друзья, под видео я оставлю ссылку на табличку, где я записываю каждый свой проход по главе и показываю, сколько всего мне нападало. Хочу показать вам, сколько всего у меня получилось нафармить той или иной шмотки, и, соответственно, мы сможем сделать вывод, как можно одеться всего лишь за неделю фарма на X2. Это реально будет очень-очень круто. Так что ссылочка на табличку будет под видосом. Обязательно смотрите ее, ну, чтобы все знать. Ну что ж, ребят, в принципе, таким получился ролик. Я вам желаю побольше нафармить демонических меч Градов или шматья, которые вам надо, чтобы быстрее расти в рейтинге по атаке и по ХП. Но, а с вас, как обычно, большие пальцы вверх, подписка и комментарий. Напишите, как вам падает демонический меч Град. Ну что ж, всем спасибо и пока. До скорых встреч.